Привет, мои хорошие! Сегодня я покажу, как приготовить замечательное блюдо, и это запеканка. Если ваши дети не любят творог, отказываются есть, обязательно приготовьте по этому рецепту. Не похоже на запеканку, похоже на пирог, сладкое, вкусное, классное. Поэтому давайте скорее приступим. Сейчас все расскажу и покажу. Изначально берем творог. У меня смесь 5% мягкого творога и зерненого. Добавляем соль, муку пшеничную, манную крупу. Берем погружной блендер и перебиваем до однородного состояния. Но если вы любите, чтобы в вашей запеканке встречались крупинки творога, то можете просто все это перемешать вилкой, опять же, до однородного состояния. Мне нравится, когда у запеканки однородная текстура, и именно поэтому я пользуюсь погружным блендером. Берем емкость, в которой будем производить замес. Добавляем 1 яичко и 1 белок, я отделила заранее. К нашей яичной смеси добавляем сахар, сахарный песок. Вы также можете заменить на подсластитель какой-либо или на заменитель сахара, если вы следите за своей фигурой или при условии, что много сахара вам противопоказано. И теперь перемешиваем миксером до однородного состояния. Далее добавляем ванильный сахар, целый пакетик, или же ванилин, что у вас есть, а также соду. И снова пользуемся миксером. Следующим этапом соединяем творог с яичной смесью и вымешиваем все вместе. Здесь я уже использую лопатку, можно использовать ложку. Миксер нам уже не потребуется. Перемешали. Ну и, конечно же, какая запеканка у нас без изюма. Его также обязательно добавляем. Промыли. Если он у вас очень сухой, то замочите хотя бы там на 30-40 минут. И все еще раз перемешаем. Далее нам потребуется емкость для запекания. У меня она с антипригарным покрытием. Смазываем хорошенько сливочным маслом. Промазываем и дно, и бока нашей формы. Если же у вас силиконовая, то данный процесс вам делать не потребуется. В силиконовых формах, в принципе, можно не использовать ни масло, ни следующую посыпку, которую я вам покажу. Промазали. Присыпаем немного манкой и распределяем. Это делается для того, чтобы наша будущая запеканка не пригорела к дну, и вы спокойно, абсолютно спокойно могли в дальнейшем ее перенести в тарелку. Очень аккуратно перекладываем запеканку в форму для выпекания. Аккуратненько распределяем, чтобы слой был равномерный. Все мы прекрасно знаем, что творог очень полезен, особенно женщинам, да любым людям, потому что он укрепляет наши косточки, в нем много кальция. Одним словом, только плюсы. Также он очень требуется деткам. Но, к сожалению, не всегда они кушают творог с удовольствием. Поэтому я решила сделать запеканку, чтобы ее с удовольствием кушали и ваши детки. Для этого берем мармелад. У меня он без сахара, на основе сока сделан, плюс еще, соответственно, полезный. Порезали его на кусочки и теперь аккуратненько так распределяем по нашей запеканке. Если вы скажете деткам, что здесь еще есть и конфетки, я уверена, они с радостью будут уплетать данный полезный продукт. Поэтому не поленитесь, вы также сделаете, да и самим будет очень вкусно и полезно. Пусть наша запеканка постоит еще минут 10, чтобы манка, которая находится внутри, набухла и тесто было более правильным у нас. В это время включаем духовку разогреваться на 180 градусов. Время прошло, духовка уже ждет запеканку. И сейчас мы сделаем еще вот что, слегка промажем сверху. Закроем наши треугольнички, чтобы они были сюрпризом непосредственно внутри самой запеканки. Для этого вы можете использовать сам творог,
То есть, что я имею в виду? То есть вот так вот берете и накладываете сверху. Можно использовать сметанку, кстати, ей как раз рекомендуют промазывать сверху. Но я решила воспользоваться йогуртом. Это у меня, кстати, домашний. Очень вкусный, очень густой. Ну и, конечно же, очень полезный. Куда без этого? Ссылку на йогурт я оставлю под видео в описании. И вот так вот аккуратненько промазываем. Во-первых, это будет красиво, и сверху наша запеканка будет такая более мягкая. Не знаю, видно на камере или нет, но йогуртом мы сделали такой красивый рисунок, как снежинка или как солнышко. Вот и готово. Отправляем запекаться до золотистого цвета. Красота запекалась в духовке 40 минут. У нас получилась красивая румяная корочка сверху. И, как я и говорила, будет узор в виде солнышка. Теперь даем остыть в форме для запекания. После чего порежем и посмотрим, какая она внутри. Можем ее подавать или с вареньем, или со сметаной, или со сгущенным молоком. Но я сначала попробую так. Очень-очень и очень вкусно. Но самое главное, это то, что мы добавили мармеладок немного. Тесто стало слегка розовое, поэтому детки подумают, что это пирог. Очень вкусно, очень классно. Рекомендую именно по этому рецепту. И в принципе, ни сметанка, ни сгущенное молоко, ни варенье здесь не требуется. Блюдо изумительное и так. Приятного аппетита! Готовьте с любовью и будьте здоровы!